Друзья, сегодня приготовим с вами очень вкусный и легкий десерт, который буквально тает во рту. Этот десерт я первый раз попробовала на свадьбе у наших родственников и была настолько в восторге, что, мне кажется, с кэнди-бара все Павлова съела именно я. Конечно, в это пирожное очень вкусно добавлять ягоды, но так как сейчас не сезон, украсит мы его немного по-другому. Это видео будет длинное, потому что я хочу, чтобы вы увидели, прям вот я практически его не урезала, чтобы вы поняли, как готовить меренгу. Меренга — это самое главное в этом десерте. Для этого я смешиваю белки. Белки кладите именно столько, сколько написано. Даже если у вас получилось чуть больше или чуть меньше, отмеряйте на весах. Это очень важно в этой меренге. Если вы не будете соблюдать пропорцию, к сожалению, меренга не получится. Мы соединяем все, что написано в списке наших продуктов, который дан в описании, и ставим это на водяную баню. В водяную баню я наливаю немножечко воды, она начинает кипеть, и я ставлю так, чтобы дно нашей емкости, в которой у нас белки с сахаром, с лимонкой, не касались воды. Это очень важно, иначе белки у нас могут свариться. Особо никаких сложностей у вас не будет, если вы будете слушать меня очень внимательно. Мы нагреваем нашу белковую массу вот на такой паровой бане до 50 градусов. Здесь вам пригодится, конечно же, термометр. Термометр сейчас можно купить даже в маркетплейсах, в любых магазинах. Посмотрите, нагреваем до 50 градусов. Наша задача растворить весь сахар. Сюда мы кладем именно сахар, не сахарную пудру. И вот так вот помешивая, видите, у меня термометр стоит, правда, у меня длинный термометр, я его когда-то покупала для варки сыра, и по нему я ориентируюсь. Тоже планирую себе заказать чуть. Огонь. В середину. Сейчас вы посмотрите, как именно должны выглядеть пики.
пики должны быть прям очень такие плотные, они, ну, не гнутся практически. Видите, оно прям какая? Прям такая, ну, плотная-плотная меренга, и это правильно. Видите, кончик даже не шевелится, как бы я ни крутила, он стоит в одной паре. Это значит, что все получилось хорошо и все получилось правильно. Но при взбивании такой меренги, вот по этому способу, она всегда получается очень классная. Я уже несколько раз пробовала, и мне очень нравится, поэтому решила с вами этим рецептом поделиться. Еще раз говорю, я не профессиональный кондитер, я просто мама и просто люблю готовить. Сейчас мы будем нашу меренгу перекладывать в кондитерский мешок. Я покупаю одноразовые кондитерские мешки, беру насадку, перекладываю. Я, если честно, с ней прям еле справляюсь, потому что она настолько плотная, что прям даже ее с трудом получается выдавливать. И вот такие вот мешочки я покупаю и выдавливаю на пергамент. Пергамент у меня силиконизированный, можно на коврик силиконовый, но у меня именно силиконизированный пергамент, ничем его не смазываю, от него потом отлично они отстают. Я вам обязательно это покажу. Сушить меренгу нужно при 80-85 градусах, то есть вам нужно протестить это. Я сушу при 80, моя духовка прекрасно ее сушит в течение 3 часов. Потом я обычно оставляю ее там в духовке, даже бывает до следующего дня. А на следующий день только наполняю начинкой. Но в любом случае, после того, как вы выключите, вы посмотрите через 3 часа, достаточно ли она сухая, не липнет она к рукам. Если она не липнет к рукам, все отлично. Тогда можете выключать, давать ей отдохнуть немножко и наполнять, если вам срочно. Если не срочно, можете хоть за 2-3 дня ее сделать и хранить в герметичном пластиковом контейнере. Очень хорошо получается, чтобы было герметично, она не досыхала на открытом воздухе, а оставалась именно в той кондиции, которой она есть. Вот эта меренга получается, ну, необычайно вкусная. Я вот прям вам рекомендую. Видите, я прям выдавливаю с трудом. Делаю из меренги нашей такое гнездышко, чтобы я внутрь смогла потом положить крем. Крем у нас будет с вами самый мой любимый, самый на мой вкус вкусный, это крем-чиз. Я покажу вам, как сделать легкий крем-чиз, вот прям вот и готовится легко, и по вкусу он очень легкий. Для выравнивания торта я использовала всегда крем-чиз более плотный, ну то есть где больше творожного сыра, меньше сливок. Здесь же у меня будет очень легенький, дам вам рецепт в описании, и здесь чуть позже тоже будет. Вот я отсадила из этого количества, у меня получились прям такие большие пироженки. У меня их получилось 9 штук. И 2 такие вот, как их назвать-то, не знаю, 2 цветочка, которые девочки потом сразу после высыхания съели. Вот такие. Если вы будете делать чуть поменьше, у вас, соответственно, получится чуть побольше. Все, отправила я их сушиться, и посмотрите, я их достала, какие они остались блестящие. Ни одна не поменяла цвет, ни одна не треснула и прекрасно отстают. Это признак того, что меренга была правильно взбита. Но в любом случае, пока вы не попробуете, вы не знаете, как взбить. Все познается в опыте, но я вам обязательно прям вот рекомендую попробовать именно по этому рецепту. Все остальные рецепты, которые я пробовала до этого, меня не очень впечатлили. Именно этот дает потрясающий результат, даже новичкам. А сейчас приступаем к самому простому, что только может быть в нашем рецепте. Это крем-чиз. Сливки обязательно берем жирный, 33%, сахарная пудра и творожный сыр. Все у нас должно быть холодное, и в том числе миска и венчики от нашего миксера мы тоже кладем в морозилку хотя бы на полчаса, для того, чтобы они охладились. В этом случае ваш крем 100% получится. Вот прям 100%. Я не кладу все
все постепенно, кладу все вместе. Вот я взвешиваю, у меня получается 180 грамм творожного сыра, 180 грамм сливок и 50 грамм сахарной пудры. Крем получается не сладкий. Почему? Потому что меренга в этом рецепте у нас достаточно сладкая. И чтобы нам как-то оттенить вкус сладкой меренги, нам нужно сделать не очень сладкую начинку, поэтому сахара я кладу, сахарной пудры очень мало. Получается очень приятный, легкий и воздушный крем-чиз. Вот сейчас вы видите, как я взбиваю крем-чиз. Да, сначала немножко летит от него, но потом быстро перестает. Он просто начинает густеть у вас на глазах. Вы просто не поверите, если никогда его не готовили, как можно просто приготовить вкуснейший крем. Мои дети говорят, что другого крема не готовь. Все готовь только с этим. Я, конечно, покорно слушаюсь. Еще у меня есть вкусненький рецепт красного бархата с кремом чиз, который я обязательно сниму и для вас выложу в этот канал. Так, я наполняю кондитерский мешок. И сейчас я буду наполнять наши пирожные кремом. Мне вот этого количества крема как раз хватило на все пироженки. Вот прям вот отлично. То есть берите эти же пропорции, и вам тоже обязательно хватит. Смотря, конечно, какие вы будете делать шапочки. Мои любят большие шапочки, на некоторых я сделала прям большие, а на некоторые так чуть поменьше. Но делается это все очень-очень быстренько и получается очень вкусненько. Все, нам осталось наполнить наши пирожные Павлова кремом. Красиво, конечно, было бы украсить ягодами, но я не нашла. В нашем городке, я живу в маленьком городке, у нас делать это зимой очень проблематично. Поэтому я нашла выход из этой ситуации и украсила наши пироженки дроблеными фисташками. Просто взяла, расщелкала все фисташки, перебила их блендером, и получилась такая средняя крошка. Я все пироженки посыпала, получилось просто невероятно и вкусно, и красиво. Мои домашние сказали, что такие пирожные нужно печь постоянно. Но я, в принципе, часто пеку и меренговый рулет, и такие пироженки, они прям прибыли в восторге. Я желаю вам прекрасного настроения. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, пекли вы когда-нибудь безе, не пекли, как у вас получалось. И не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.